Ну нельзя туда. Идем. Не надо. Не надо. Нельзя. Пойдем. Иди ко мне. Иди. Юль. Вот и все. Добрый день, друзья! Давайте продолжим работу с маленькими орхидеями, которые я получила из Краснодара в посылке по почте. Ссылки на все социальные сети, адрес магазина и даже телефон WhatsApp этого продавца я оставлю в описании под видео. Они часто получают орхидеи, именно маленькие орхидеи, но бывают и цветущие. Если вам интересно, проходите, смотрите, заказывайте. А теперь давайте продолжим работать с этими орхидеями. В первом видео я рассказывала, что я их поливаю 3 раза после получения. Даже не поливаю, а просто опрыскиваю мох. Все видео об этих орхидеях собраны в плейлист, и вы можете посмотреть, какие они были, когда я их получила, и на следующий день, когда я просто доставала их из этих горшочков и опрыскивала мох. Самое сложное состояние, не было тургора листиков, было вот у этой орхидеи, это вот такая орхидея, это бабочка диамант. Здесь и корней немного, один листик продолжает сохнуть, но так и должно быть. А вот у этого листа тургора не было совсем. За 3 суток прекрасно орхидея восстановила тургор листьев. Мох чуть-чуть влажный. Но чувствуется, что моховой стакан не такой плотный, как был. Но корни пока еще не совсем напоены. А эта орхидея Ирен Добкин. Листики, особенно нижние, тоже были с потерей тургора. Тургор восстановился. Вот на этом листике не до конца, но процесс пошел. В прошлом видео я почти все рассказала, что я буду с ними делать дальше. Но, наверное, лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать. И посмотреть, как я это делаю. Первую обработку я вам показывала на примере вот этой орхидеи. Это Микки Гроу. Я поступила точно так же со всеми орхидеями. И еще одна орхидея. Эти 2 орхидеи были в отличном состоянии, не было потери тургора, здесь нечего было восстанавливать, поэтому давайте эти мы орхидеи отставим. А сегодня буду показывать на орхидеи Ирен Добкин. Со всеми остальными орхидеями я поступлю точно так же. Итак, что мы делаем? Беру воду. Смотрите, какое количество. Воды чуть меньше, чем моховой стакан орхидеи. Вода теплая, 28-32 градуса. Я опускаю орхидею, и можете вместе со мной считать. (15-20 секунд). Мох очень быстро впитывает воду. Если я сейчас поставлю опять рядом, вы увидите, что какую-то часть воды даже за эти 20 секунд мох моментально впитывает. Как распушить торфяной стаканчик? Пинцетом. Может быть, какой-то мох окажется лишним.
совсем лишним, его можно убрать. Бывает такое, что тут не понравился мне чем-то мох. Я его взяла и убрала. Все равно стакан плотный, и до конца мох не промок. Но он очень плотный. Иногда вот такое большое количество мха я убираю. Нам нужно, чтобы к корням был доступ воздуха. И вот здесь сейчас, если вам будет видно, вот это только первый стакан, а вот здесь еще есть второй такой моховой стакан. И он остается плотным. Там находятся самые-самые маленькие первые корни, которые начинали расти у этой орхидеи. А вот эти внешние корни, это второй раз обернут мхом, поэтому мы спокойно можем часть этого мха убрать. Нам нужно, чтобы вот к этим уже внешним корням был доступ воздуха. Бывает сверху мох такой темный. Темный мох я и убираю. Вот так, распушили немножко. Немного мха убрали от шеи. Сюда тоже должен поступать воздух к шее орхидеи. И вот в таком состоянии еще уберу кусочек ненужный. Вот в таком состоянии я возвращаю орхидею в пластиковый горшок. И на этом все. Все в плане того, что больше эту орхидею я доставать из горшка не буду. Если мне нужен будет полив, я его буду осуществлять или опрыскиванием мха орхидеи, не доставая ее из стакана, или раз в 2-3 недели, в зависимости от того, какая у вас температура воздуха в квартире, буду погружать опять в емкость с водой. Приблизительно на 15, 20, там, 30 секунд, ну максимум минуту. Потому что сейчас мох будет очень быстро впитывать в себя всю воду. И теперь я буду целый месяц за ними наблюдать. Хочу ответить на 2 ваших вопроса. Даже на 3. Хотя на один из этих вопросов я уже отвечала в прошлом видео. Почему я не использую ипин в качестве антистрессового препарата? Ну, давайте с вами посмотрим. Прошло всего 3 суток. Орхидея сама восстановила тургор. Зачем я буду травить какой-то химией орхидею, когда даже поникшие листья прекрасно восстановили свой тургор? Ведь эти орхидеи приезжают к нам очень сухими. Поэтому за время поездки они из этих листиков забирают влагу. И им просто нужна чистая вода для того, чтобы восстановить тургор листьев. Это во-первых. Поэтому стресс, да, был какой-то стресс, но они прекрасно справляются с этим стрессом сами, когда получают влагу и освещение. Теперь, почему я не поливаю такие орхидеи сразу какими-то удобрениями? Садовник явно их чем-то стимулировал. Но даже если он не применял никаких стимуляторов, они все равно растут изначально во фласках. А во фласках там питательный раствор.
И в этом питательном растворе обязательно есть гормональные средства. Потому что орхидеи там растут, ну, не быстро, но растут. А просто на чистой воде орхидеи расти не будет. Поэтому там используется комплекс и удобрений, и гормонов, и стимуляторов, и чего там только нет. Это засекреченное. Каждый садовник использует свои какие-то секреты для вот этих фласок. Потому что, ну, если вы видели когда-нибудь видео, как размывается фласка, вот этот весь раствор с орхидеи обязательно смывают. И потом сажают вот в такие торфяные стаканы. Сначала в первый, потом подрастает во второй. Поэтому стимуляции какие-то происходят. Я первый месяц не использую никаких удобрений. Пусть они поживут на старых своих удобрениях. Но вы же знаете, что орхидеи быстро корни и даже листья, они не растят. Они все равно долго подумают, может быть, пройдет месяц, а может быть даже 2. Вот первый месяц я за ними внимательно наблюдаю. Если пошел какой-то рост, тогда можно начинать удобрять равноценными удобрениями. В таком удобрении должен присутствовать обязательно азот, фосфор и калий и микроэлементы. Следующий вопрос. Почему я не использую для таких маленьких орхидей аминокислоты и янтарную кислоту? Наверное, потому что я это уже все проходила. И с такими маленькими орхидеями, да и с другими орхидеями. Я вообще стараюсь не пользоваться никакими кислотными стимуляторами. Во-первых, любая кислота дает рост не только орхидеи, но и если вдруг вот такая слабенькая пришла орхидейка, и у нее, вот видите, желтый листик, какое-то пятнышко, здесь тоже на листе какие-то пятнышки. И может быть это какое-то грибковое заболевание, с которым орхидея старается справиться сама, то любой кислотой вы дадите рост не только орхидеи, но и всей патогенной микрофлоры. А такой препарат, как Жива, который содержит более 20, по-моему, аминокислот, как минимум 8 из них – это гормоны или стероиды. И опять же, это аминокислоты. Они будут действовать точно так же, как любая кислота, лимонная, янтарная. Любая кислота будет также способствовать росту патогенной микрофлоры. Поэтому я стараюсь не пользоваться такими стимуляторами. И потом, орхидеи маленькие. Вот вы их настимулировали, а питания им не дали. То есть за счет чего они должны растить эти корни? Если у них нет азота, фосфора и калия, они будут опять растить эти корни за счет своих листьев. А здесь листьев всего 2 штуки. За счет чего она должна это делать? За счет самой себя, перераспределяя свои ресурсы. Через месяц мы еще раз с вами посмотрим на эти орхидеи и увидим, есть у них рост, нет у них роста, лучше они себя чувствуют, хуже они себя чувствуют. Но этот месяц мои орхидеи будут получать только чистую воду. Чистая вода у меня из фильтра обратного осмоса. Про воду я тоже рассказывала. Ссылочку на то видео я оставлю в правом верхнем углу экрана. Будем с вами дальше наблюдать. Будем смотреть, как развиваются эти 4 орхидеи. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.